Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Bunny Tilt. Я наконец-таки записала видео мастер-класс по вязанию такой зайки. А в этом видеообзоре я вам расскажу, из чего я вязала зайку, а также на что стоит обратить внимание на видео мастер-классе. Но для начала расскажу про саму зайку. Вообще, первый раз я связала свою игрушку, зайку, по мастер-классу Яны Донской. Тут, конечно, мало уже что осталось от ее игрушки, но все равно оставлю под видео в описании ссылку на ее канал, чтобы не нарушать авторских прав. Потом, гуляя по интернету, я нашла сайт Амиморы и увидела там зайку Злата. Ссылку я также оставлю в описании на нее. Мне очень понравилась ее мордочка, и я подумала, почему бы мне не совместить этих два мастер-класса. Ну вот, в принципе, что у меня и получилось. Вязала я зайку из пряжи Alize Elana Gold. У нее в 100 граммах 240 метров. Мне понадобилось 1,5 моточка. Также я вязала такие зайки из пряжи Yarnart Jeans. И даже пробовала вязать из детской новинки Пихорка. Ну, естественно, они получались ростом меньше. Эта зайка ростом 34-35 сантиметров. Вы можете, конечно, вязать из любой другой пряжи, но учитывайте, что если толщина нити меньше, то и сама зайка будет меньше. Ну и наоборот. Чем толще пряжа, тем больше сама зайка. Носик я вышивала пряжей Vita Cotton, а ротик и бровки я вышивала пряжей от Yarnart Jeans Canaris. Вещи я вязала из пряжи Yarnart Jeans. У нее в 50 граммах 160 метров. Вязать мы будем платьишко вот такое. Она у нас, конечно, в трусиках. Видео мастер-класс таких трусиков уже есть на моем канале. Свяжем вот такие ботиночки. Ну и, конечно, шапочку. Саму зайку я вязала крючком номер 2,5, но ушки я вяжу крючком номер 3, чтобы они были более такие рыхлые. И на что стоит обратить внимание в видео мастер-классе. Когда мы будем делать утяжку мордочки, утягивайте ее сильнее. Мне было не совсем удобно это делать на видео мастер-класс, и изначально я немного не дотянула, и мне пришлось потом переделывать, утягивать побольше. Это все есть в видео. Объясню вам, в чем разница. Когда я утягивала глаза, они у меня получились на большом расстоянии друг от друга. Мне так не нравится, я люблю, когда они поближе. Сейчас вам покажу другую зайку. Здесь, как видите, глазки утянуты больше, то есть расстояние между глазок побольше. То есть, когда будете делать утяжку, утягивайте и смотрите, как нравится вам. Может быть, вам нравится так, что побольше расстояние, а возможно, как и мне, чтобы между глазками все-таки было меньше расстояния, они как бы туда посажены более глубоко. Ну и как видите, носики я тоже вяжу по-разному. Здесь я сначала вязала по горизонтали, а второй слой по вертикали вышивала, а здесь наоборот. Как бы вот так. То есть экспериментирую как могу, как заработает фантазия. Ну, в общем, это все, что я хотела рассказать. Видео я буду выкладывать. Я его разделила на несколько частей. В одной части, например, свяжем голову, в другой мы сделаем утяжку, в третьем видео свяжем тело, ну и так далее, ножки, ручки и одежда. Если вам нравится такая зайка, приглашаю вас связать ее вместе со мной. Буду рада лайкам, комментариям, подпискам. Также я создала группу ВКонтакте, можете выкладывать туда свои работы по моим мастер-классам, ну, либо просто какие-то свои работы, поделиться ими, может что-то спросить у других мастериц, пообщаться. Ссылка на группу будет также в описании под видео. Ну что ж, начнем. Ровных вам петелек и хорошего настроения.